Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, какие события происходят, чего ожидать и как эти события повлияют на стоимость и котировки. Так, ну смотрите, здесь вот есть график S&P, и текущая ситуация такова, что он закрепился ниже 200-дневной средней. Вот эта ситуация, еще как ее называют, ситуация воздушного боя, она указывает на то, что с высокой степенью вероятности 70% не пойдет он выше, будет отбой от текущего значения, и на этом как бы рост исчерпан, далее будет корректировка. Так, хотел обратить ваше внимание, вот я в телеграм-канале уже размещал информацию о том, что сегодня праздничные дни в англосаксонских странах, у мусульман сегодня праздник, Ураза Байрам, и поэтому сегодня активность на площадках она будет снижена. Имейте это в виду, и что сегодня у нас получается эффект так называемого тонкого льда на нашем рынке, когда наш рынок предоставлен во многом сам себе. Но вот еще такой примечательный факт, который заключается в том, что позиции трейдеров лонговые, они уже по NASDAQ тоже уходят в минус. То есть до этого ситуация была по S&P, какое-то время шорты набирали по S&P, сейчас такая же ситуация с NASDAQ. Примечательно то, что в течение этого кризиса те компании, которые относятся к так называемому новому технологическому миру, они либо не потеряли в цене, либо выросли. Что касается традиционных компаний, которые входят в индекс Доу Джонсона, то есть промышленного индекса, то они все находятся в упадке. То есть это говорит о том, что узаконился так называемый тренд, когда промышленная Америка уступила место современной технологической Америке, то есть тому пути развития, по которому в ближайшее время более активно двинется весь мир и вся мировая экономика. Но тем не менее вот этот сигнал о том, что начали набирать шорты по NASDAQ, он достаточно тревожный в совокупности с этой картинкой про воздушный бой. Вся эта ситуация указывает на то, что назревает очередная корректировка. Вопрос только в том, что это будет. Это будет всего лишь откат, или это будет дно, очередное дно, или первое дно. А то, что мы видели в марте, окажется, что это было вовсе не дно, а так легкая разминка. Так, ну вот появляются новости из Европы еще о том, что кредитный рынок Швеции может преподнести массу сюрпризов и стать проблемным. Но это, в общем-то, нежданчик, поскольку на протяжении всех этих многих лет Швеция, она вообще не была никаким тревожным местом. Но сейчас вот все время новая проблема дает о себе знать сильнее и сильнее. Это то, что связано с событиями в Гонконге. Там китайские власти пытаются ограничить свободы людей, законы повводить, которые эти свободы людей будут ограничивать. Разумеется, американцы выступают против и обещают суровые санкции Китаю в том случае, если свободы в Гонконге будут притеснены, как это хотят сделать китайские власти. Но здесь вполне как бы естественная ситуация, как только немножко приотпускает кризис, сразу начинается выяснение отношений. Так было всегда во все времена. Так, ну вот люд Гонконга продолжает выступать, демонстрации проводит, выражает свою волю, активно защищает свои права. И я считаю, это правильно, так и надо делать. Дело здесь не в какой-то там, не в каком-то внешнем воздействии, что там американцы, они там злобные, вмешиваются. Хотя, конечно, американцы поддержку оказывают. Здесь ключевой фактор в таких ситуациях всегда то, что власть, она притесняет права людей. И если люди активно борются за свои права, то получается такой вот эффект вполне планомерный. И я считаю, это правильный шаг со стороны людей, потому что свои права надо отстаивать и защищать. Так, ну вот еще возвращаясь к американским индексам, здесь интересная закономерность выявилась о том, что те компании, которые связаны с так называемой новой экономикой, они не входят в такую депрессию и не падают, как это происходит с теми компаниями, которые входят в так называемую старую промышленную экономику, автопроизводители и так далее. И это указывает на то, что
текущий кризис, который возник, он на самом деле требуется. Он требуется для того, чтобы перестроить мировую экономику. Те компании, которые сейчас растут, то есть кажется, что это дутая стоимость, тот же Netflix. На самом деле здесь ничего дутого нету. Просто меняется, все меняется, мир меняется. И новые технологии, новые компании, которые их несут в мир и предоставляют людям, они набирают обороты. То, что было связано со старой экономикой, оно, соответственно, теряет в весе, теряет в цене. Тут многие люди обычно возражают в такой ситуации. Ну как же, посмотрите, что там производит Amazon, это дутый пузырь. Что производит Netflix, и что такое автомобильные заводы, это недвижимость, оборудование, станки и так далее. Но должен вам сказать, что недвижимость, она как только не требуется для чего-то, она сразу теряет свою стоимость и она ничего не стоит. Достаточно эффективный пример в данном случае это Детройт. Детройт это раньше был промышленный автомобильный центр Соединенных Штатов. И начиная с 70-х годов он стал частично заброшен. То есть там какая-то часть города, она, конечно, развита. Кварталы, которые активно используются под офисы или даже под проживание, граничат с заброшенными промышленными зонами. И поэтому такая тенденция, она в дальнейшем будет, я думаю, только усугубляться. То есть те компании, которые, они новые, они именно связаны с новым миром, с тем, как люди будут жить, что использовать и что употреблять, они будут расти даже в кризис. А все то, что относится к так называемым старым технологиям, то, что обычно связано с понятием актив, то есть там недвижимость и так далее, оно все может очень сильно проседать и дешеветь. И вот этот дифференциал, который появился, он как раз указывает на тренд, который сейчас имеет место быть. Когда на самом деле, то есть растет в цене то, что востребовано. И так было всегда. Не там недвижимость, не то, что закопано в землю, не то, что связано там с какими-то станками, которые навезли, и они там стоят. Это якобы активы какие-то реальные, дельные. А на самом деле стоимость это то, что способно генерировать денежный поток. А денежный поток генерит то, что людям полезно и нужно. То, что способствует увеличению эффективности, более комфортной жизни и так далее и тому подобное. И поэтому здесь не нужно испытывать особых иллюзий, которые связаны с тем, что вот у Амазона нет активов. То есть Amazon это дутый пузырь. Ну да, дутый, а все, любой актив, даже там, не знаю, акции какого-то автопроизводителя, у которого они обеспечены заводами и станками, это тоже, в общем-то, дутый актив. Дутый пузырь, потому что на них есть спрос, и за них готовы платить деньги ровно до того момента, пока это приносит пользу и люди видят в этом какую-то выгоду. Как только это теряет смысл, оно сразу падает в цене. Какие бы там активы, как бы они в землю закопаны не были, не стояли за этими деньгами, за этими акциями. Так, ну вот еще такой момент, который на самом деле может очень сильно повлиять на текущую ситуацию и на стоимость активов. Это, конечно же, то, что возникает банкротство компании Hertz Global. Это крупнейшая компания, которая предоставляет в аренду автомобили. Если она обанкротится и будет закрыта, то на рынок выплеснется 400 тысяч автомобилей. Если такое произойдет, и такое количество автомобилей будут распродавать, это приведет к обвалу рынка автомобилей. То есть, говоря простым языком, если у вас есть подержанная машина сейчас, и она вам не нужна, она не связана с вашим текущим бизнесом, ее лучше продать сейчас. Потому что через какое-то относительно небольшое время, может быть полгода, может год, не исключено, что подержанные машины, они очень сильно упадут в цене. Потому что если будет выброс вот всех этих компаний, которые занимаются сдачей в аренду автомобилей, то произойдет падение цены в Америке. Если это произойдет в Америке, из Америки начнут эти машины тащить по всему миру. Это раз. Во-вторых, в условиях текущей экономической ситуации автомобили и подержанные автомобили, они сами по себе будут проседать в цене. И ситуация с американскими компаниями, которые сдают в аренду автомобили и начнут банкротиться,
она эту ситуацию усугубит. И все активы, особенно подержанные автомобили, они будут проседать в цене в самое ближайшее время. И вот это событие, оно может кардинально повлиять на стоимость подержанных автомобилей. Уже, ну, даже не то, что в этом году, а в ближайшие месяцы. Ну и вот, что касается Китая и США, что как только наступает какое-то облегчение в ситуации с экономикой, с пандемией, сразу начинаются громкие лозунги и угрозы со стороны США Китаю. Но смотрите, здесь, то есть что получается? Немножко стало полегче, сразу начали выяснять отношения. Ну, это как бы исторически и вполне как бы логично, что такая ситуация, она возникает. Но я думаю, здесь дело в другом. Вот текущая ситуация, вообще любой кризис, это всегда перекосы в экономике. Когда есть какие-то нестыковки, несоответствия, перепроизводство чего-либо, и оно наружу вылезает и начинает давить все подряд. И поэтому, как только начинается выход с карантина, экономика начинает вроде как восстанавливаться, но, видимо, не все эти нестыковки, не все эти разбалансировки, они приведены в соответствие. И поэтому, как бы, начиная конфликт с Китаем, скажем так, незримая рука рынка или какая-то сила, которая движет миром, она обостряет эту ситуацию, потому что не все диссонансы, они выправлены. Я думаю, здесь есть более какой-то глубокий смысл, помимо того, что там Трамп там пытается закрепиться или там отстоять мощь Америки. То есть я думаю, здесь все глубже, и на самом деле, если начинать разбирать все факторы, которые здесь движут и оказывают влияние, то может выясниться, что на самом деле то, что лежало в основе кризиса, оно еще не полностью себя исчерпало. И вот все эти конфликты, они, как правило, несут в себе ускоренную разрядку накопившихся несоответствий, нестыковок. И поэтому пока вся эта отрицательная энергия, все эти нестыковки, они не будут выработаны, будут какие-то возникать сбои. Это либо то, что связано с усугублением пандемии и падением производств в Америке, в других странах, или по факту выхода из этой пандемии или ее ослабления, обострения торговых войн и каких-то конфликтов. То есть здесь как бы сам процесс вот этот, который идет, он связан с тем, что должно произойти какое-то выравнивание дисбалансов мировой экономики. И после этого более или менее весь этот накал страстей снизится и начнется уже достаточно равномерное восстановление. Это моя позиция, это мое субъективное мнение. Так, ну вот по текущей цене на нефть, в общем-то, возникает масса статей, масса исследований, что мы подошли к определенному потолку и что дальше роста цены на нефть не будет. Но я думаю, что да, это вполне как бы резонная точка зрения. Без дальнейшего существенного восстановления мировой экономики и потребления нефти, наверное, вот текущая цена плюс-минус, она является на данный момент равновесной. И здесь вполне как бы логично какую-то консолидацию сейчас получить по бренду в диапазоне 33-37. Вот. Ну и какие-то короткие задерги, например, на 31 вполне возможно. Насчет того, что сейчас будет боковик по нефти, здесь на это есть масса причин. Одна из них заключается в том, что обострение между Китаем и США сейчас начинает происходить. И помимо этого не очень успешно идет выход с карантина. Если мы посмотрим график, вот сегодня я опубликовал текущая ситуация по количеству новых случаев пандемии, выявленных в мире. Что мы здесь видим? Мы видим, что все равно как бы рост продолжается. То есть произошел выбой, заплата новых случаев, которые обнаруживаются. И сейчас так или иначе происходит рост. Это во всем мире такая тенденция. В Америке здесь вроде бы, казалось бы, все спокойно, но здесь возникла плата, и из этого плата в любой момент может пойти наверх. То есть здесь вот эта ситуация, судя по Америке, она не приходит к какому-то устойчивому снижению. Сейчас она вошла в консолидацию, то есть замятие произошло.
И вот из этого замятия или консолидации вполне может случиться так, что выход будет наверх, а не вниз. То есть не падение случаев, а их рост. Далее, в Бразилии трешак опять какой-то начался. То есть там рост случаев пошел, и Трамп даже ввел ограничения по приезду людей из Бразилии в Соединенных Штатов. То есть там, по-моему, вообще сейчас речь идет о закрытии сообщения между Бразилией и США. Так, дальше Россия. Но вот судя по графику, здесь какой-то негативный такой скачок начинает зарождаться. К чему он приведет, пока непонятно. У нас как бы успокаивает то, что исторически, по-моему, по статистике вообще никаких эпидемий респираторных заболеваний летом не было. Ну, либо там они в какой-то такой совсем вялой форме протекали. И я думаю, в данной ситуации это вполне может послужить достаточным подспорьем для того, чтобы преодолеть вот этот негатив с пандемией. Так, ну и вот в Иране вспышка повторно идет. И на выходе мы получаем, что рост новых случаев, а рост новых случаев это получается у нас вторая волна, которая вот-вот выпадет из кармана. Не зря Пауэлл, мудрый человек, говорил, что он опасается того, что будет как с испанкой. У испанки в 2018-2020 году было 3 волны. Ну и вот, в общем-то, в Нью-Йорке ситуация не очень позитивная касательно выхода с карантина. То есть там, ну, скажем так, все пошло не совсем так, как это ожидалось. И в части новых случаев, и в части восстановления экономики. Тем не менее, сейчас с конца мая должна заработать новая программа Федеральной резервной системы США по предоставлению кредитов. И это немножко может разрядить ситуацию в экономике и ускорить восстановление. Но вот из позитивных новостей это то, что в ближайшее время Кирилл Тремасов возглавит департамент денежно-кредитной политики. Это человек, профессионал высокого уровня. Надеюсь, он кардинально изменит текущую ситуацию и состояние ЦБ. Единственное, конечно, то есть должность ему пока дали маловатую. Там надо такого человека председателем ставить, чтобы он порядок навел и всю эту систему перезапустил. Но с малых шагов начинается путь. Ну и вот опрос, который я запускал в телеграм-канале. Большинство подписчиков склоняются к тому, что на новой неделе по доллару-рублю мы увидим боковик в диапазоне 70,67-72,5. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас я чуть попозже свою точку зрения на этот счет изложу.